Всем привет! В этом видео я хочу показать вам мастер-класс, как сделать вот такую шикарную шкатулку-ларец из картона в стиле барокко. Уж очень нравится мне этот стиль. Шкатулка имеет необычную изящную конструкцию, изысканно украшена и, мне кажется, была бы достойна царских покоев. Эта шкатулка является очередным доказательством, какую красоту можно сотворить из обычного картона. Конечно же, приложив для этого всю свою фантазию, потратив силы и время. Итак, давайте приступим. Сначала делаю дно из гофрированного картона толщиной 3 мм, размером 19 на 12 см. Вырезаю боковые стенки. Две прямоугольные детали 19,6 на 9 см. И две детали 12 на 9 сантиметров. Приклеиваю боковые стенки с помощью термоклея и столярного клея к торцам донышка. Для лучшего склеивания временно фиксирую малярным скотчем. Из тонкого гофрированного картона, чтобы в дальнейшем можно было согнуть и сделать полукруглую форму, вырезаю две детали стенки длиной 19,6 и шириной 10,2 см. Ширина полукруглого выступа 2,2 см. Делаю его по шаблону. Шаблоны будут под видео в описании. Делаю две детали размерами 12 см на 10,2 см. Ширина выступа такая же, как и у длинных стенок. Приклеиваю полукруглые стенки к корпусу. Когда стенки схватились и держат форму, начинаю склеивать боковые стыки. Из переплетного картона вырезаю рамочку. Внешний размер 20,5 на 13,5 см, внутренний 18,5 на 11,5 см. Приклеиваю рамочку сверху, скрывая некрасивый край. Чтобы усилить рамку, можно вырезать еще одну такую или полоски. Две штуки 20,5 на 1 см и две штуки 13,5 на 1 см. Приклеиваю полоски, делая по краям срезы под 45 градусов. Приступаю к созданию крышки. Вырезаю две детали размером 20,5 на 13,5 см. Склеиваю их друг с другом. Теперь вырезаю из картона внутренний ограничитель для крышки 18,3 на 11,3 см. Приклеиваю его на крышку снизу.
Прямоугольная крышка для такой шкатулки мне показалась простоватой. Подобрала из запасов пластиковую овальную крышку от контейнера для мороженого. Так как у нее внутри небольшое углубление, вклеиваю туда слой картона, чтобы выровнять поверхность. Приклею получившуюся деталь на крышку шкатулки. Обклеиваю крышку и ее торцы кусочками бумаги с клеем ПВА. Салфетками обклеиваю корпус шкатулки. Края полукруглой крышки и внутреннюю часть крышки также обклеиваю салфетками. Для придания прочности и создания ровной поверхности покрываю крышку шпатлевкой по дереву. Сам корпус шкатулки тоже покрываю шпатлевкой. После полного высыхания, а на это ушла целая ночь, ошкуриваю поверхности. Заранее подготовила декор, сделанный с помощью молдов арт-студии «Просвет». Также в фотолаборатории заранее распечатала цветные картинки с портретами девушек в овале. Ссылки на молды и картинки будут под видео в описании. Приклеиваю медальоны в подходящие рамочки на декоре. Предварительно картинки были покрыты акриловым лаком. Ну и, конечно же, приклеиваю главную картинку, на которой изображена влюбленная парочка. Автор этой картины Франсуа Буше, и называется она «4 сезона. Весна». Декорирую короткими бордюрами верхнюю часть корпуса шкатулки. Приклеиваю декоры с портретами девушек по центру боковых сторон шкатулки.
Для влюбленных я решила сделать рамочку в виде вензелей. Торец крышки оформляю бордюром в виде цепочки. Молдов в этой работе я использую много, поэтому все ссылки ищите в описании под видео. В конце немного не хватило места для завитушек, поэтому подрезаю их чуть-чуть по размеру. Продолжаю обрамлять бордюром торцы крышки. По низу шкатулки приклеиваю точно такой же декор, как и по верху, только в зеркальном отражении. Бордюрами-цепочками декорирую углы шкатулки. Приклеиваю завитки по краям стенок шкатулки. Украшаю углы крышки. Дополняю центр между завитками на корпусе цветками-лилиями. И на переднюю часть крышки посередине приклеиваю и прикручиваю подходящую маленькую ручку. Сзади прикрепляю маленькие петли, фиксируя их саморезиками. Теперь приступаю к росписи шкатулки. Акриловой краской светлое золото покрываю кантик на крышке вдоль картинки. Основным цветом шкатулки я решила сделать краску фирмы Love 2 Art Indigo. Если по-простому, то он темно-синий. Хотя на экране в видео он, возможно, кому-то покажется черным, но это не так. Покрываю этой краской крышку, декоративные элементы и сам корпус шкатулки. Сеточку тоже покрываю темно-синей краской, не трогая рамочку вокруг портретов.
Не забываю покрасить шкатулку и изнутри. Стенки внутри крашут только по верхней части. Заранее сделала ножки из самозатвердевающей массы и молда от арт-студии Просвет и покрасила их. Из тонкого картона вырезаю прямоугольник и обклеиваю его тканью. Приклеиваю его с помощью столярного клея на крышку. Чуть не забыла покрасить завитушки на крышке. Шкатулку изнутри также декорирую картоном, обтянутым тканью. Покрываю рамочки вокруг девушек на картинках золотой краской. Крашу дно. Приклеивая на столярный клей ПВА ножки ко дну. И начинаю делать позолоту на всех декоративных элементах методом сухой кисти и краской. Делаю это очень аккуратно, чтобы не запачкать фон. Ну а если уж и пачкаю, то тут же подкрашиваю обратно синей краской. Ножки тоже слегка покрываю золотом. Вот такая шикарная праздничная шкатулка-ларец у меня получилась. Мне кажется, эта шкатулка невольно переносит нас в другое время, когда делали поистине великолепные вещи и у людей был прекрасный вкус. Шкатулочка будет замечательным подарком для друзей и близких, сделанным своими руками и с душой. А вам понравилась моя шкатулка? Если да, не сочтите за труд поставить лайк. Буду очень благодарна. И, конечно же, пишите комментарии. Желаю всем здоровья, весеннего настроения и побольше солнечных деньков.
Пока-пока!